Вышедшая в 1989 году на аркадных автоматах, игра Final Fight мгновенно стала хитом. К сожалению, ее самый популярный порт для консоли Super Nintendo оказался полон проблем. То ли из-за нехватки места на картридже, то ли из-за неопытности разработчиков. Из игры вырезали индустриальный уровень вместе с боссом Ролента, играбельного персонажа Гая. И самое главное для битэмап – возможность проходить игру вдвоем. Естественно, рядовые игроки были не очень этим довольны. Эй, малой, смотри, какой картридж я купил! Ух ты, это The Final Fight! Я играл в него на аркадных автоматах! Врубай скорее! Вообще офигенная игра! Да врубай уже скорей! Так, значит, я не понял, а где резина двоих игроков? А куда третьего персонажа дели? А куда целый уровень делся? И босса тоже нет! Это кидалово какое-то! Блин, зашибись, поиграли! Все, пишу письмо в офис Capcom! Попытка исправить положение была предпринята с выходом игры Final Fight Guy. В ней вернули ниндзю в красном одеянии за счет перерисовки спрайтов в коде. Но все это выглядело, мягко говоря, неубедительно. Но несмотря на все эти проблемы, игра про разборки в Metro City очень хорошо продалась. И Capcom в 1993 году выпустили полноценный сиквел, причем эксклюзивно для 16-битной Nintendo. Меня зовут Роман Шабанов, и сегодня мы поговорим об игре Final Fight 2. Погнали! После уничтожения Белгера группировка Metal Gear распалась, и Metro City вновь вернулся к мирной и спокойной жизни. Коди и Джессика отправились в отпуск, Гай погрузился в тренировки, а Хаггар вновь уселся в кресло мэра. Но затишье было недолгим. Под руководством нового таинственного лидера банда Metal Gear перегруппировалась и подготовила план мести. Они похитили возлюбленную Гая Рене и ее отца мастера Масаюки Генрюсая. Узнав об этом, сестра Рене Маки попросила помощи у Хаггара. Также к ним присоединился Карлос, который решил таким образом выплатить долг Хаггару. И вот тут встает резонный вопрос, почему же Гай сам не пошел спасать свою девушку и ее отца? Может быть... Алло, что? Похитили? Вместе с отцом? Надо идти спасать? Ты знаешь, у меня тут такие, в общем, неотложные тренировки, да, нельзя пропускать. Ты лучше позвони Майку Хаггару, он точно поможет. Да. Всего хорошего. Поспать не дает. Хотя можно предположить, что его тренировки проходили в такой глуши, что ему просто не смогли сообщить о похищении. В любом случае получается, что Capcom во второй раз прокатили владельцев SNES с возможностью поиграть за красного ниндзю. Несмотря на то, что новые персонажи Маки и Карлс выглядят по-другому, на деле это все те же Гай и Коди. Маки даже от стены отпрыгивает как Гай, а Карлс, как и Коди, не имеет второго спецприема. Ну, по крайней мере, анимация обычных ударов у них другая. Майк Хаггар, за исключением новых штанов, остался без изменений. У него все такой же набор зубодробительных приемов и напыщенная походка. Но здесь появилась еще одна небольшая фишечка. Если вы с другом захотите поиграть за одного и того же героя, например, мэра Качка, то разработчики предусмотрительно сделали для этого чит-код. Игровой процесс Final Fight 2, как и в первой части, заключается в том, чтобы ходить по уровню и крошить налево и направо преступников. Но в отличие от оригинала, мы будем путешествовать не по одному городу, а по всему миру. Совсем как в игре Street Fighter, в которой здесь имеется парочка отсылок в виде камео Чун-Ли и Гайла. В конце каждого уровня нас все так же будет поджидать босс. Управление тоже осталось без изменений. У нас есть кнопка атаки и кнопка прыжка. При этом можно схватить противника, избить и бросить. Спецудар, который обычно используется, если враги зажали вас с двух сторон, выполняется одновременным нажатием кнопок удара и прыжка. Но я рекомендую настроить для него отдельную кнопку в опциях. Обратите внимание, что игру я проходил вот на таком геймпаде Super Joy-Card. Для битэмапов вещь просто незаменимая. Врубаешь турборежим и не нужно тыкать на одну и ту же кнопку по 100 раз. Я уже рассказывал об этом чуде японской техники в своем видео «Битва SNES геймпадов». С целью разнообразия боя в игре есть дополнительное оружие, которое можно подбирать на земле. Например, можно найти полицейскую дубинку, что весьма интересно первые 5 секунд, нож, который можно метать, и, внимание, деревянный брусок, как в фильме «Широко шагая».
Почему именно деревянный брусок, абсолютно непонятно. Я бы на месте разработчиков нарисовал бейсбольную биту, ну или хотя бы стальную трубу. И, кстати, как вы наверняка уже заметили, у Карлса на спине висит меч. Но использует он его только при выполнении спецприема. То есть нож для уличной драки подходит, а меч исключительно для особых случаев. Помимо дополнительного оружия есть огромная масса призов, которые пополняют здоровье и просто дают очки. Но и здесь не обошлось без курьезов. Помимо экзотических призов типа радио или роликса попадаются старые башмаки или гаечный ключ. Если вы помните, то в первой части для пополнения здоровья нужно было есть еду из мусорных баков. Разработчики не стали изменять этой традиции, но помимо еды из всяких сомнительных мест, теперь можно еще и чашечку бодрящего кофе выпить. Эй, Хриплый, у нас там еще осталось кофе. Конечно, остался. Сейчас принесу. Такс. Держи свой кофе. Благодарю. А что за запах? Где ты его взял? Ну так, из помойного ведра. Моя любимая. По сравнению с аркадным оригиналом, игра получилась не такой сложной, что мне безусловно нравится, но при этом игровой процесс стал менее динамичным. В оригинале врагов было больше, и они постоянно нападали, не давая вам передохнуть, поэтому скромного набора приемов хватало для бодрой игры. Здесь же все наоборот, врагов не так много, и игровой процесс начинает утомлять ближе к концу игры. Формально банда Mad Gear, как и главный герой, тоже претерпела кадровые перестановки. Из стариков остались только здоровяки Андор и один из боссов Роленто. И все же рядовые враги, хоть и названы другими именами, остались прежними. Выглядят они почти так же, и приемы у них остались все те же. Кто-то стыдливо пытается вас ударить, кто-то прыгает на вас с ножом, а кто-то все так же обожает обнимашки. Так что разнообразие получилось формальным. По старой и не очень доброй традиции в игре есть и небольшие региональные изменения. Так, если вы не брезгаете избивать женщин, то лучше вам играть в японскую версию, тем более что текста в игре не так много. Графически игра выполнена в стилистике первой части, при этом персонажи и уровни нарисованы более качественно. Исчезла некая корявость в фигурах героев. Так как по сюжету нам придется побывать в нескольких странах мира, все локации абсолютно разные. Они наполнены деталями, местами встречаются анимированные элементы вроде дыма, бабки, радующиеся очередной драке. Бей этих проституток! Или мужика, странно махающего руками. Помимо горизонтальной прокрутки в уровне вставили, вы не поверите, вертикальную. Мы побываем в трущобах, прокатимся на поезде, поплаваем на лодке. Не обошлось и без трэша, так заминированные улицы Голландии больше напоминают поля боя времен Первой мировой войны. Я вижу твою душу. Примечательно, что в каждом уровне есть по несколько локаций, между которыми наши герои совершают эпические переходы. И понятно, что когда перед вами, например, натянута сетка и не остается ничего другого, кроме как пробить ее, чтобы пройти. Но вот когда перед нашими героями появляется обычная дверь, что им мешает ее просто открыть? Может быть, они не знают, что для этого нужно всего лишь повернуть ручку? Так, как тут это открывается-то? Нахер это дерьмо? К сожалению, из-за такой кардинальной смены обстановки и скачков по разным странам, игра растеряла весь дух боевиков 80-х, которым просто завораживали улицы Метро-Сити. Боссы получились тоже не слишком выдающимися. Первые три из них не только схожи по комплекции, так они еще и в бою двигаются очень похоже. Но все изменяется, когда мы доходим до четвертого босса, безумного клоуна Филиппе, который умеет потрепать нервы. Затем идет Роленто, утерянный босс из первой части. Несмотря на смену места жительства, он все такой же резвый и опасный. Но, к сожалению, после такого натиска последний босс смотрится просто провально. Он, как и первые боссы, просто здоровяк, прыгающий по экрану. И я не понимаю, как можно называть себя боссом мафии, если у тебя розовые волосы. Неудивительно, что его личность была окутана тайной. Не забыли разработчики и про бонусные уровни, здесь их все так же два. В первом нужно разбить машину на время, а во втором пылающие бочки. Больше о них сказать нечего. Подводя итоги, можно сказать, что в Final Fight 2 катастрофически не хватает свежих идей. Безусловно, графически игра сделала огромный шаг вперед, но вот игровой процесс остался без изменений. По какой-то причине Capcom сосредоточились на том, чтобы вернуть игрокам то, что они вырезали из первой части, совсем забыв о том, что игру нужно как-то развивать.
Например, как это сделали разработчики игры Streets of Rage 2. Возможно, в этом виноваты сами игроки, которые постоянно писали гневные письма в офис Capcom с требованием вернуть режим для 2 игроков. И все же эта игра остается довольно качественным битэмапом, который мне было очень интересно проходить, поэтому я с удовольствием поставлю эту игру к себе на полку. Ребятушки, сейчас я собираю деньги на покупку зеленого фона, ну или как его еще называют, хромакея. Как вы понимаете, он дает практически безграничные возможности по монтажу и созданию спецэффектов. Например, есть у меня такая идея поместить себя внутрь обозреваемой игры и вещать, так сказать, оттуда обзор. Но без хромакея это невозможно. Поэтому, если вам не безразлична судьба моего маленького скромного канала и вы готовы внести свои 5 копеек в его развитие, то ссылка на донат будет внизу в описании к этому видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки или дизлайки и, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Там я выкладываю новости о выходе новых роликов. На этом у меня все. Еще увидимся!